Всем привет! Сегодня я покажу вам, как сшить подкладку для рюкзака. Для этого нам понадобится, естественно, сам рюкзак. У меня вот такой формы рюкзак, цилиндрической. У него овальное донышко и сверху утяжка. Вот. Также нам понадобится ткань для подкладки. Я использую бязь или хлопок. Это самая лучшая ткань для сумочек из трикотажной пряжи. Естественно, ножницы, карандаш, швейная машина нам понадобится и сантиметр. Для начала давайте снимем мерки. Я снимаю мерки, делаю учет, что внутри размеры сумочки меньше, чем снаружи, на 2 сантиметра, поэтому здесь я измеряю 24 сантиметра. Ширина 24 сантиметра, высота 8 сантиметров у меня размер донышка и 20 сантиметров у меня размер длины донышка. Теперь я приступаю к перекладыванию мерок на ткань. Ткань я уже сложила правильным образом. Посмотрите, у меня идет вот такой рисунок, мне нельзя нарушать этот рисунок. То есть я не могу положить одну сторону рисунка в эту сторону, а другую в перевернутом виде. Мне нужно это все учитывать. Ткань я складываю сразу в 2 раза. Из этого я буду вырезать эту цилиндрическую трубу для тела рюкзака и отдельно буду вырезать деталь донышка. Здесь я отмеряю, как вы помните, у меня было там 24 сантиметра ширина. Я беру с припуском 25 сантиметров. Вот. И высота у меня тоже была 24 сантиметра. Я беру 26 сантиметров с учетом 2 припусков сверху и снизу. Теперь эти мерки мне надо соединить и отрезать. Отрезать здесь и отрезать здесь. Получилась вот такая деталь. Это получается 2 стороны рюкзака. Здесь у меня сгиб, а здесь я буду делать шов. Строчить буду. Теперь мне нужно раскроить донышко. Донышко у меня было 20 сантиметров длина и 8 сантиметров ширина. Донышко я могу кроить вот так по рисунку, вот такой овальчик. Для этого вот здесь я складываю, проверяю. 20 сантиметров с учетом припусков, это будет примерно 22 сантиметра. 22 сантиметра мы делим на 2. Получается 11 сантиметров. Я вот здесь откладываю 11 сантиметров. Вот они, 11. Это будет длина. Теперь ширина у меня была 8 сантиметров. С учетом припусков я оставляю 10 сантиметров. Соединяю отметки прямой линией и вырезаю прямоугольник, из которого потом буду делать овал. То есть вот здесь и вот здесь я отрезаю, и это будет наше донышко. Я вырезала деталь для донышка, вот она. Теперь нам нужно ее сделать овальной формы. Чтобы сделать из нее овал, я ее складываю в 4 раза. Вот так, как она уже была сложена наполовину, лицевой стороной внутрь, изнанкой наружу, и еще наполовину. Это получается у нас четверть донышка. Теперь мне нужно очертить здесь овал. Вот от этого края, вот так я ровненько рисую четверть овала. Теперь я вырезаю. Здесь можно не торопиться, чтобы не ошибиться и не сделать кривой овал. Лучше несколько раз отмерить. Вот, у меня получилось донышко, которое будет внутри, на самом дне сумки. Теперь мне нужно вот эту деталь прострочить. Вот с этой стороны, как вы помните, здесь линия сгиба. Вот с этой стороны я делаю строчку на швейной машине.
И покажу вам сейчас, что у меня получится. Я прострочила этот край. Прострочила даже 2 раза. Сначала сложила и прострочила с изнаночной стороны. Потом еще раз сделала отстрочку по лицевой стороне. Вот. Чтобы закрепить вот это место. И чтобы у меня был такой ровный красивый уголочек. Вот здесь. Теперь самый интересный момент. Соединение донышка и тела рюкзака. Смотрим. Вот у нас идет рисунок снизу вверх. Значит, это нижняя сторона. Нам нужно здесь сейчас отметить середину и четвертины. Для этого я его вот так раскладываю и учитываю то, что вот это один край, а вот это второй край. Там, где у меня шов, там и край. Здесь я откладываю метку на самом краю. Потом складываю подкладку в 2 раза. Не до самого конца, а только до шва. И откладываю еще одну метку. Отмечаю четверть длины, вернее ширины. И здесь тоже отмечаю четверть. Получается, я разделила эту деталь на 4 части по ширине. Теперь то же самое я делю на 4 части деталь донышка. Сначала я очерчиваю серединки по длине. И потом еще раз складываю и очерчиваю серединки по ширине. Тоже 4 отметки. Вот 1, 2, 3, 4. Теперь эти отметки мы прикладываем 2 детали друг к другу и соединяем вот по этим отметкам с помощью иголочек. Нужно учитывать, что вот эта сторона, где шов, она у нас будет сбоку. Поэтому ее мы прикладываем вот к этой широкой части. Не по длине вот сюда, а по ширине. Эти отметки мы соединяем. Соединяем со стороны цилиндрической детали. И все остальные отметки также соединяем с помощью иголочек. Прикладываем их вот так друг к другу. И вот по этой длинной детали с внешней стороны вот так подкалываем. Все отметки я соединила. Теперь мне нужно их вместе друг с другом сшить на швейной машине. Я кладу вот эту деталь сверху на швейную машину и прострачиваю. Примерно делаю отступ 1 сантиметр от края. Все готово. Эти 2 детали я соединила по своим меткам. Более того, я еще отогнула край и сделала закрепляющий шовчик, закрепляющую строчку. Вот. Таким образом, чтобы округлая деталь легла на цилиндрическую деталь. Донышко легло на стенке. И прострочила еще раз. Для чего это нужно? Во всяком случае, в первую очередь для меня это влияет на эстетику, на внешний вид изделия. Вот когда открываете рюкзак, например, очень красиво смотрится вот так. Все ровненько, внутри ничего не топорщится. Ну и, естественно, это дает как бы дополнительную силу, дополнительное сопротивление. Теперь осталось только прострочить край, горловину. Я вот так отгибаю примерно на 1 сантиметр. В общем, полсантиметра один сгиб и еще полсантиметра второй сгиб. И здесь делаю строчку по всему периметру по кругу. И потом уже будем вшивать. Я закончила шить подкладку. Сделала строчку вот. И еще одну сверху. Для того, чтобы закрепить эффект. И для красоты тоже. Теперь мне осталось только вставить подкладку в рюкзак и пришить
но это делается уже вручную. Для этого я беру рюкзак, кладу подкладку внутрь, выравниваю внутри все по размеру, сопоставляю все края, левую, правую сторону, чтобы все легло равномерно. У меня это будет выглядеть вот так. Вот. Теперь мне нужно заколоть с 4 сторон, слева, справа, спереди и на спинке. Сколоть иголочками вот здесь. И потайным швом, как мы шили подкладку для кроссбоди, также потайным швом мы пришиваем потихонечку, не спеша, деля отрезки на 4 части, всю длину разделив на 4 части, пришиваем по четвертинкам и смотрим, все ли у нас идет верно. Позже я покажу вам готовый результат. Вот, получается вот такая картина. Приколола с 4 сторон подкладку к рюкзаку. Теперь буду прошивать ручным швом. Сначала закрепляю нить на рюкзаке. К слову сказать, у меня подкладка легла под утяжку. Это важный момент. Если подкладка у вас зайдет вот сюда, выше, то получится у вас утяжка внутри, между подкладкой и рюкзаком. Не знаю, нужно ли вам это, но я считаю, что утяжка должна идти сверху, поэтому подкладку свою я пустила немножко пониже, чем утяжка стоит. Так, я закрепила нить здесь, теперь я ее провожу вот сюда иголочкой, в этом месте. Я делаю маленький стежок по краю подкладки. Теперь в том месте, где вышла у меня иголочка из подкладки, я ее завожу в рюкзачок. В общем-то, так мы шили подкладку для кроссбоди. Теперь, где у меня вышла ниточка из полотна рюкзака, в этом месте я делаю стежок на подкладке. Эту иголочку можно уже убрать, мы это место закрепили с помощью нити. Вот таким образом я прошиваю сначала 1/4 до этого места. Смотрю, все ли у меня идет ровно, не топорщится, не перекосило ли полотно. Потом прошиваю еще одну сторону. Это уже получается половина сумки. И потом остаток. Я закончила пришивать подкладку. Сейчас покажу, что у меня получилось. Посмотрите, какая хорошенькая подкладка. Ничего не топорщится. Вот так выглядит до самого донышка. Прошила потайным швом вот здесь. Можно пройтись 2 раза. Желаю вам успехов. Пусть у вас тоже все получится.